Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Да, у нас снега сегодня прям навалило так достаточно. Ну, не только сегодня, а вообще за последние дня 3-4. В итоге я добирался сюда с оказией. Кое-как смог выехать из двора, где я ставлю машину. Ну, слава богу, все. Я выехал, доехал до сюда. Время теперь на то, чтобы добраться до моей землянки, ну, либо вот этого маленького дома недостроенного, занимает намного больше времени. Потому что, как вы видели, снега уже по колено. Приобрел на этот случай я лыжи охотничьи. Взял деревянные по одной простой причине. Пластиковые просто больше весят. Ну, как вы можете увидеть, да, снега лежит, ну, примерно сантиметров 45. Ну, что самое удивительное, это строение выдержало нагрузку такого снега. Я, честно говоря, думал, что вообще все может это дело просто развалится, когда я сюда приду, и тут уже ничего не будет. Но держится крепко и на совесть. Какие планы на сегодня? Я хочу разобрать это строение полностью под ноль. В принципе, я говорил об этом уже, когда его начинал строить, что к весне я его разберу. К сожалению, из-за каких-то... Да не из-за каких-то, а у меня родился ребенок маленький в декабре. Это объективная причина, почему я просто бросил свою, так сказать, баню, домик, хижину, не знаю, как ее назвать можно по-разному. И два проекта я сейчас просто не потяну физически. И по времени, конечно же, тоже. Поэтому сегодня я ее разбираю. Но какие я вижу плюсы и минусы из этого? Первый плюс – это большое количество стройматериалов, которые уже не нужно заготавливать, просто снимай. Ну, я их снимаю, эти бревна, и перетаскиваю к землянке. Как вы помните, я начал копать яму, точнее, я уже ее выкопал. Подготовил площадку для строительства моего дополнительного помещения к землянке. И, соответственно, этот материал мне пригодится. Это первый плюс. Второй плюс, который я вижу, это огромный строительный опыт, который я получил. Как вы видите, строение стоит, не упало. Значит, я все сделал правильно. Ну, как всегда, в любых ситуациях есть положительные моменты, есть отрицательные моменты. Конкретно отрицательный момент в строительстве этого домика я вижу какой. Это потеря времени. Да, я потерял времени очень много, порядка, наверное, 3-4 дней даже, если брать вместе с заготовкой материала. Да, если даже не 5 дней. Время – это самый дорогой и ценный ресурс, особенно в моей жизни. Да, я думаю, у каждого человека время – это очень дорогой ресурс. Конечно, мне вот немного жалко вот это время потерянное, но жалеть никогда не следует и не стоит, по той простой причине, что нужно жить настоящим и будущим. То, что было в прошлом, да, было и прошло. Забыли об этом. Сегодня займемся разбором этого дома, перенесем все дрова к месту новой стройки, не дрова, а бревна. И займемся строительством будущей пристройки к моей землянке. Пора начинать. Поехали!
Одну стену уже разобрал. Думаю, с этой тоже сейчас проблем не возникнет. Я вот, знаете, о чем подумал? Наверное, все-таки каркас строения оставлю-ка я пока. Его, во-первых, не так сложно уже будет разобрать туда ближе к весне. А во-вторых, почему бы здесь не проводить время? Может быть, как в качестве беседки ее использовать в дальнейшем? Да? Вы как считаете? Мне кажется, как беседка неплохой вариант был бы. Почему бы и нет? Может быть, те же грибники ходили бы здесь, отдыхали. Может быть, лавочку можно было бы еще сделать потом впоследствии. Они бы приходили, пособирали бы грибы, отдохнули, посидели бы и дальше пошли. Да, я, честно говоря, думал, что весь процесс разбора этой хижины займет у меня часа 3. А уже прошло минут 25. Сейчас эту стену, если все, дай бог, хорошо пойдет, прям минут за 15 разберу и полезу на крышу. Ну, я и до конца не буду разбирать, сейчас вот до сюда разберу, залезу на крышу, те бревна все позбиваю. И все. Никак не хочет она. О, все. Сиди там, тихо, мирно. И не высовывайся. Кстати, сейчас обратил внимание, прям снег, слои видно. Сколько тут их? Ну, слоев, я так думаю, 15 прям точно выделяется. То есть, ну, понятно, что в этом году, в этой зимой было примерно там 15, грубо говоря, таких снегопадов, таких нормальных, ощутимых, скажем так, да? Ну, есть еще и тонкие, прям совсем полоски, то есть видно, что там миллиметра 2-3 выпало осадка в какой-то период, а вот есть тут прям огромная такая полоса, прям вот, ну прям сантиметров 7-8, то есть это вот как раз, видимо, буквально вот на той неделе у нас снег валил просто беспощадно, шел и шел, и вот как раз, да, прям нормально так снега навалило разом, он утрамбовался, лег, а сейчас уже вот раз, два, три, по-моему, 4 таких пласта снежных лежит. Это уже вот то начинался снег, то переставал идти, там, ну, шел, там 3 часа паузы была, да, он улегся немножко, потом опять пошел. Да, снега в этом году, в 2022 нормально сыпет нам.
Давно я хотел взять с собой термос и бутерброды. А то все, что-то готовлю, жарю. А хочется вспомнить, окунуться в детство. Ну, когда там с отцом, например, ходили за Волгу. Да и вообще, мамка бутерброды соберет какие-нибудь. Куда-нибудь пойдем с батей. Красота. Сейчас хочу сделать тропинку, дорожку до землянки. Пару раз, ну в смысле один раз туда схожу, один раз схожу обратно на своих лыжах охотничьих. И начну переносить дрова, бревна. Думаю, хоть это и тяжело будет, но я справлюсь. Ну сами посудите, сколько у меня их тут. У меня бревен здесь, ну, штук 60. Берем за базовое такое расстояние 300 метров, хотя может здесь и 400 даже метров. Если таскать по 2 бревна, то нужно сделать 30 ходок туда, 30 раз вернуться от землянки сюда. 60 раз по 300 метров. Получается 18 километров. Что-то как-то меня такая перспектива не очень радует, учитывая, что снега по колено. Но куда деваться? Взялся за гуш, не говори, что не дюж. По-моему, так это звучит, да? Погнали! Чем ближе подхожу к землянке, тем больше меня беспокоит вопрос: все ли в порядке с моей ямой? Дело в том, что когда я уехал, ну я ее, как помните, копал 3 дня практически. То есть, ну в первый день я ее начал, когда мы с братом в бане купались. Потом еще я 2 раза сюда приезжал и часов по 5 где-то копал в светлое время суток. Так вот, когда я ее выкопал, приехал домой, и что-то меня такая мысль посетила: блин, а если какое-нибудь животное туда упадет и не выберется? Ну, лиса, допустим, оттуда не вылезет, там же 1,5 метра глубина этой ямы.
Человек-то ладно, ну да даже и человек может упасть, в принципе, и повреждения какие-то получить, там перелом руки, не дай бог, ноги, и тоже не выбраться. Вот это да. Ну, судя по тому, что тент так же натянут, как и был раньше, никто туда не упал. Это хорошо. Интересно. Ну да, туда снега не должно было насыпать, потому что я вот смотрю, все прям так аккуратненько. Самому бы туда теперь не упасть. Отлично. Защита от снега сработала на 200%. Как всегда, я очень доволен. Посмотрите, какой вид у землянки сегодня, просто невероятно атмосферный. Как она занесена снегом, а? Это, ну я не знаю, просто чудесно. Так и хочется затопить печку и спрятаться от снегопада внутри. Сюда. Ну давайте зайдем все-таки в землянку, посмотрим, все ли там в порядке. В любом случае следов я не вижу здесь каких-либо. Думаю, никто ее не посещал. Но зайти все-таки стоит. +1. Посидеть у печки, погреться. Да и перчатки у меня вот все мокрые. Ну что, лыжи, я думаю, уже можно не брать. Тропинка прямо туда к хижине ведет хорошая. Думаю, наверное, вот куда-нибудь сюда со складира. А хотя что, надо туда сразу подносить к моей яме, правильно? Печку затопил. Сейчас перчатки даже взял свежие, там у меня в землянке были. Брат оставлял там что-то штук 15 аж пар. Рюкзак сейчас перенесем, ну и пару дровишек захватим. Все здесь складывать начнем. Пойдемте. Чуть не забыл, давайте засечем расстояние. Сейчас у меня 6400 шагов на часах. И заодно узнаем, сколько же расстояние от землянки до тут. Я прошел сейчас буквально метров 50. Шесть 1784. Ну, 6800 грубо. И 6400 было. 400 шагов. Соответственно, это где-то примерно 300 метров. Ну, как я и говорил, 300 метров
300 туда, 300 обратно. Это уже 600. Прикольно. А бревен очень много. Ну, ладно. Больше всего во всей этой истории меня смущает снегопад, который продолжается. Снег так идет и идет. Ну, благо ветра сильного нет пока еще. Хотя бы можно ходить в рубашке. Потому что в куртке тоже жарко, туда-сюда один раз сходил. Душно, вспотел аж весь. Ну, главная цель, правильно? Я считаю, надо поставить цель. Допустим, вот сейчас я принес 6 бревен. Каждые 6 бревен заходить в землянку и делать какую-то там 5-минутку, ну, перекур. Пойду, кстати, чайник поставлю заодно сейчас. Из термоса весь чай выпил. Да и погреюсь немножко. Как же хорошо здесь, внутри землянки. Сколько тут уже? 8 градусов. Ну, было +1, сколько, час назад. Пока я вот 6 бревен принес, уже на 7 градусов температура подросла. Но нужно учитывать, что у меня за этой стеной теперь ничего нету. То есть там яма, от которой, ну, идет холод. Если раньше там земля была, песок, то сейчас там ничего нет. У меня, кстати, здесь есть специальная НЗ, как говорится, от сухпайка армейского. Фрикадельки из говядины, фарш колбасный, любительский. Брат еще оставлял мне палау. Что это такое, кстати? А, плов, господи. Палау. Просто здесь написано палау. Это, наверное, по-казахстански, я так понимаю, да. Да-да-да, плов. Выбор у меня большой сегодня. Мыши не съедят такие продукты, поэтому их смело можно здесь оставлять. Здесь опять от дыма подкоптилась печка немножко. Я это объясняю нашел этому простое объяснение. Ухудшилась тяга. От сосновых дров труба очень быстро забивается сажей, обрастает. И периодически ее нужно прочищать. Конкретно эти трубы я не чистил вообще ни разу. То есть у меня здесь металлическая бочка стояла. Сейчас кирпичная печь. И я ни разу эти трубы не прочищал, дымоход. Поэтому в следующий раз надо будет прийти и заняться чисткой дымохода. И за счет этого тяга будет лучше. Да и вентиляционное окно, как многие говорили уже в свое время, да, здесь его нужно делать вентиляцию. Вот как раз, когда второе помещение я здесь сделаю, за этой стенкой,
там у меня будет вентиляция. Это будет такое помещение, ну, где можно будет, во-первых, размещать гостей. Одного, может быть, двух, да? Не, ну можно при желании тут и 10 человек набить, как в бочке, селедку. Ну, как бы мы не будем глупыми подсчетами заниматься, правильно? Будем считать так, чтобы каждому было комфортно. То есть вот сейчас, в данный момент, здесь комфортно размещаться одному человеку. Вдвоем можно, но уже небольшой такой дискомфорт есть. Если я там сделаю помещение, то соседнее, то уже будет для 3 человек. 3 места будет точно. Ну и также, то есть я пришел, допустим, рюкзаки какие-то туда покидал, там вещи, барахло, там инструмент, может быть, что-то туда закинул, все, и лежит оно и лежит. Ну что, уже 10 бревен я принес. Получается, 1/6 часть работы я выполнил. Хотя, я не знаю, может там и не 60, может быть их там 70 вообще. Ну, вы спросите меня, зачем таскать оттуда? Ну, блин, а где здесь искать валежник? Сейчас все под снегом завалено. Естественно, я могу. Ну, вон дерево заваленное, я вижу. Там еще мелкие сосны есть, застрявшие на ветках, но не упавшие. Я могу ими воспользоваться, использовать их как стройматериал, но, во-первых, это не считается валежником. То есть дерево, которое не лежит на земле, это не валежник, даже если оно сухое. И по сути, вот когда я вон то дерево пинал в прошлый раз, типа того, сейчас я его уроню, это тоже нельзя так делать. Пока оно само не упадет, трогать его нельзя, хотя оно уже прям, ну вот, еле живое, мертвое дерево практически. Это вот уже так стояло, и помните, да, оно взяло и сломалось, упало. Поэтому искать валежник на земле под снегом бессмысленно, а пользоваться деревьями, которые застряли на других стволах деревьев и не упали до конца, нельзя. Поэтому пока использую тот материал, который у меня имеется. Да, это тяжело. Да, мне приходится ходить туда-обратно по полкилометра, если не больше. Но таков мой выбор. Пойду попить чай, наверное. Немножко утомился уже. Хотя бы половину сегодня перетаскать было бы здорово. Я уже, честно говоря, немножко не верю в успех всей своей затеи, что я смогу перенести все 60 бревен. Ну или сколько бы их там не было. Ладно, отдыхать, не работать. Поехали.
Уже принес сюда 16 бревен. Опять пошел снег. Блин, жалко, просто сейчас опять тропу все это заметет, который натоптал до завтра. Кто там снегом управляет наверху, я не знаю. Но мне кажется, пора уже выключить его на пару часов, снег. Потому что, да, что-то как-то это обидно и жалко просто будет мою тропу. Тропу жизни, скажем так, назовем ее. 30-очку делаем. И иду отдыхать на землянку. Да, готовить сегодня я ничего не буду. Все-таки доберусь-ка я до своего неприкосновенного запаса фрикадельки из говядины, из сухого пайка. Фрикадельки — это одно из самых вкусных блюд в сухпайках. Еще сало тоже, ничего у них такое бывает, ну раз на раз. Шоколад вообще не ахти. Какой-то он, не знаю, такой, так себе. Сейчас по планам поесть, немножечко отдохнуть. Ну, еще хочу сделать сушилку здесь над печкой прям. Вот здесь я хочу веревочку повесить такую. И у меня будут сушиться мои перчатки, которые уже высохли, кстати говоря. Ну, можно там носки перед сном повесить, сушиться. Даже по идее, чисто теоретически, можно и кроссовки шнурками привязать будет. И пусть висят, пусть сушатся тоже. Как-то раньше такой необходимости не возникало у меня. Но дело в том, что раньше как-то я так много, может быть, и не проводил времени на улице. Да нет, просто снега раньше столько не было. Сейчас его вон как завались вообще. И поэтому деваться некуда. Одежда вся быстро становится влажной, мокрой. И ее почаще нужно сушить. Да, погодка не шепчет. Опять поднялся ветер сильный. Снежок начинает идти. Ох, блин, чувствую, завтра опять насыпет здесь прям нормально так. И все, опять у меня вся моя тропинка засыпется снегом. Ничего хорошего ждать не следует.
Теперь я спокоен. Все мои бревна снегом не занесет. Но даже если и занесет, не составит труда их обстучать. Это лучше, чем сгребать с них снег, а потом доставать их, поднимать с земли. Ну, наверное, половину я перетаскал как раз плюс-минус. Ну, может быть, даже чуть меньше. Здесь, наверное, больше, чем 60. Штук 70. Ну, куда деваться тоже. Силы не безграничны. И отдыхать надо. Ну, и, как я уже говорил, спешки никакой нет. Я хочу как бы спокойненько, аккуратно все сделать. Не торопясь, не спеша. Собственно, чего я вчера и опасался. Всю ночь шел снег. Благо, его выпало немного. Прям буквально, наверное, сантиметров 5. Да, то есть сантиметров 5. Но тропинка моя, тропа жизни, так называемая, ведет к землянке. И по ней можно комфортно передвигаться. Но у меня вчера возник один вопрос, когда я ехал домой. Смотрите, на самом конце охотничьих лыж есть такое отверстие. Они симметричные, то есть и на этой лыже, и на этой лыже это отверстие есть. В связи с чем вчера у меня возник вопрос. Зачем оно тут сделано? Я позвонил брату, и он мне все доходчиво объяснил, для чего оно нужно. Смотрите. Я сюда привязал веревочку, ну, сделал узелок. Здесь и здесь. И теперь лыжи, во-первых, можно очень легко транспортировать. Грубо говоря, там взял в руку, да, веревку и потащил. Но по сути это не главная функция этих отверстий, этой веревки. Главная функция — это удобное маневрирование по снегу. Потому что это же лыжи не беговые, на которых сделано жесткое крепление ботинок к лыжам. Здесь крепления легкосъемные, ногу вставил и пошел. А вот когда нужно поворачивать, то можно с помощью этих веревок. Один конец, оп, взял, второй конец, оп, взял, все. Очень удобно. То есть я могу делать разворот на одном месте с помощью этих веревок. И очень легко обходить любые препятствия. Вообще классная вещь, охотничьи лыжи. По глубокому снегу, даже где глубина 60 сантиметров, практически по колено, то есть вот я наступаю практически по колено снега, в лыжах идти удобно и комфортно. Сейчас обратил внимание, у меня на перчатках, оказывается, защелки есть специальные.
Представляете, 1,5 года, по-моему, я уже как пользуюсь ими. Ничего себе. А они, оказывается, вот как. Их можно вместе сцеплять. Век живи, век учись. Надо же, сколько. Я уж их все порвал и только сейчас узнал об этой дополнительной функции. Ну, удобно вот так вот на веревочку вешать, сушить. Погодка сегодня просто супер. Ветра нет вообще. Солнечно. Я прям обожаю, когда прихожу сюда и здесь светит такое яркое солнышко. Как-то сразу настроение появляется работать. Просто супер. Да, это оказалось сложнее, чем я думал. Весной и летом этим заниматься намного проще. Но отступать некуда. Надо добивать. Тем более я уже где-то, наверное, ну больше половины точно я перенес бревен. Еще немножко поднажать надо и потерпеть. Я думаю, наверное, каждый из вас помнит вот этот вот прекрасный момент запаха весны. Сейчас, конечно, он еще не витает в воздухе, этот аромат весенних теплых дней, но солнце уже греет. И греет оно лучше, чем было в декабре. Хотя, может быть, это просто предвкушение теплых весенних дней. И, может быть, я занимаюсь самообманом. Но вы посмотрите просто на этот великолепный зимний пейзаж. Такое ощущение, что уже сама природа ждет приближения весны. И лес затаил свое дыхание. Даже птички немножко стали петь и чирикать. Да, именно за этим я сюда и прихожу. За полной тишиной и атмосферой. Ну что, пошла тяжелая артиллерия, 13 бревен. Ну как тяжелая?
Вот эти вот, да, толстые, а допустим, вот это вот уже тоненькое, его даже можно в паре с каким-нибудь взять, чтобы меньше ходок было. Это именно тот случай, когда глаза боятся, а руки делают. Вы можете мне верить, можете не верить. Вчера я прошел 18 тысяч шагов, а сегодня 14 300. 32 тысячи шагов. Ну пусть это будет там 25 километров, может быть чуть меньше, да? С нагрузкой, с утяжелением. Вот эти все бревна практически перетаскал. Осталось еще там 5 бревен. Ну, я сейчас их донесу. Напоследок хотел бы сказать вам следующее. Никогда не слушайте людей, которые будут говорить вам, что у вас что-то не получится, или вы все делаете неправильно. Всегда идите к своей цели до конца, и у вас все получится, и вы ее достигнете. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока.